А вы слышали про невероятный рейс 513? Это настоящее безумие. Самолет приземлился спустя 35 лет. Жуть, правда? Но вы еще больше удивитесь, когда я расскажу, что было на борту. Невероятные факты и новые подробности самого таинственного исчезновения в истории авиации. Но давайте по порядку. В сентябре 1954 года из немецкого аэропорта взлетел самолет чилийской авиакомпании «Сантьяго», который должен был достичь бразильского Порту-Алегри всего за несколько часов. Полеты через Атлантику тогда уже стали обыденностью, несмотря на то, что техника летала еще далеко не так совершенно, как сегодня. Тем не менее, полеты были достаточно надежными, и серьезные инциденты случались нечасто. Все начиналось как обычно. Самолет успешно поднялся в воздух и направился через океан к своей цели. Однако спустя некоторое время после вылета произошло то, чего никто не ожидал. Связь с самолетом внезапно оборвалась. Что случилось? Официальная версия была предсказуема. Технические неполадки, в результате которых лайнер рухнул в воды Атлантического океана. Сразу же была организована масштабная поисково-спасательная операция, но, к удивлению всех, она не принесла никаких результатов. Останки самолета так и не были найдены. Что еще больше озадачило спасателей и исследователей, это отсутствие каких-либо сигналов от экипажа перед катастрофой. Просто тишина в эфире. Казалось бы, у них должно было быть достаточно времени, чтобы сообщить о проблемах. Эта история могла бы на этом и закончиться, если бы не происшествие, которое взбудоражило весь мир. Что произошло? Все изменилось в один день 1989 года, когда на радарах аэропорта Порту-Алегри в Бразилии появился неожиданный сигнал. Какой? Это был неопознанный летающий объект, который вскоре оказался самолетом. Пилоты молчали, но контроллеры решились на авторизацию посадки этого таинственного гостя. Когда машина коснулась земли, стало ясно — это необычный рейс. Почему? Символы на фюзеляже сообщали, что перед ними авиалайнер компании «Сантьяго», прекративший существование еще в 1956 году. Представляете лица диспетчеров? Ситуация становилась все более необычной. Двери самолета были заперты, и когда их, наконец, вскрыли, внутри обнаружили 88 пассажиров и 4 членов экипажа. Но вместо живых людей лишь скелеты с отсутствующими глазами. Один из пилотов казался словно приклеенным к штурвалу. Жуткое зрелище, я думаю. Эта находка породила море вопросов. Как этот самолет смог приземлиться без управления? Откуда он прилетел спустя 35 лет в дрейфе по небесам? И кто направлял его последний полет? Скорее всего, это был тот самый лайнер, который бесследно исчез над Атлантикой в 1954 году. Итак, что мы имеем в сухом остатке? В 1989 году мир узнал о сенсационной истории. Самолет, исчезнувший без следа в 1954 году, якобы приземлился в Бразилии спустя 35 лет. Средства массовой информации, всегда на острие скандалов и сенсаций, с готовностью подхватили эту тему, рассказывая о ней с нескрываемым энтузиазмом. Однако официальных документов, подтверждающих эту историю, найти не удалось. Подозрение в том, что это мог быть выдуманный случай для привлечения читателей, начали усиливаться. С другой стороны, появились слухи о том, что правительство Бразилии специально скрыло все факты, связанные с этим делом. Официальное заявление, опубликованное властями,
только подогрело интерес. В нем говорилось, что самолет действительно приземлился с опозданием в 35 лет, но других подробностей не последовало. Руководство аэропорта, столкнувшееся с этим невероятным случаем, предпочло сохранить молчание до выяснения всех обстоятельств. Между тем журналисты, не располагая достоверной информацией, раздули многочисленные теории заговора, которые облетели весь мир. Так, история самолета, возможно, существующего только на бумаге или в чьих-то мрачных планах, стала одной из самых запутанных загадок современности. Но как мог самолет, отправленный в полет в 1954 году, внезапно появиться в небе над Бразилией спустя столько лет? Со временем слухи об исчезнувшем самолете приняли новый оборот. Говорили, что бразильское правительство даже пригласило исследователей, чтобы разобраться в загадочном происшествии. Но, несмотря на все старания, результаты исследования так и остались за кулисами, не дойдя до широкой публики. Протесты против действий властей вспыхнули с новой силой. Профессор физики Родриго де Манья выступил с резкой критикой, назвав умалчание о судьбе пассажиров преступлением против человечества. Его коллега, доктор Селсо Ателло, предположил, что единственное рациональное объяснение такого феномена — червоточина или кротовая нора в пространстве времени, которая могла бы теоретически переместить самолет и его пассажиров в будущее. Дискуссии о правдоподобности этой истории не утихали годами. Проверка данных привела к публикации на Snopes, где вся эта история была объявлена выдумкой. Сообщалось, что в 80-е годы был опубликован рассказ, который по своему сюжету сильно напоминал описываемые события. И, по всей видимости, многие таблоиды использовали его для увеличения продаж. Несмотря на отсутствие доказательств реальности события, идея о временных аномалиях всегда находила своих сторонников, в том числе и среди таких ученых, как Альберт Эйнштейн. Что он думал про такие исчезновения? Что они вполне реальны? Эйнштейн считал, что наше понимание пространства и времени крайне ограничено, и что, возможно, в космосе существуют так называемые кротовые норы. Эти гипотетические проходы могли бы позволить перемещаться между различными временами и пространствами, словно туннели, соединяющие далекие уголки Вселенной. Рассматривая теоретическую возможность существования таких нор, можно предположить, что рейс 513 мог стать невольным участником удивительного космического события. Самолет, вылетевший в 1954 году, мог бы случайно попасть в одну из этих нор и вылететь из нее уже в 1989 году. Однако перенести подобное путешествие было бы чрезвычайно сложно как для пассажиров, так и для самого самолета. Эйнштейн подчеркивал, что даже если кротовые норы и существуют, последствия прохождения через них остаются непредсказуемыми и потенциально опасными. С другой стороны, учитывая контекст времени, когда появилась эта история, эпоху до широкого распространения интернета, можно предположить, что рассказ о рейсе 513 был просто художественной выдумкой. Журналисты того времени могли без особых опасений публиковать невероятные сюжеты, зная, что проверить достоверность истории будет сложно. В те времена СМИ имели большую свободу в выборе контента, что могло приводить к созданию полностью вымышленных репортажей, направленных на увеличение тиражей. Вне зависимости от того, была ли история рейса 513 фактом или фикцией, она вызывает много вопросов. Ведь почему бразильское правительство официально подтвердило посадку самолета, а потом просто стало отмалчиваться? Но помните, я обещал вам несколько историй.
В августе 1947 года произошло одно из самых загадочных событий в истории авиации. Турбовинтовой самолет Avro Lancastrian, получивший имя Stardust или «Звездная пыль», отправился в рейс из Буэнос-Айреса в Сантьяго. За штурвалом находился капитан Реджинальд Кук, бывший военный пилот и участник Второй мировой войны, удостоенный за свои заслуги почетных наград. В его команде были 2 опытных помощника, что делало этот экипаж крайне квалифицированным. Маршрут через Анды казался обыденным для таких искусных летчиков, и ничто не предвещало беды. Когда «Звездная пыль» достигла середины пути, бортовой радист отрапортовал диспетчеру, что полет идет по плану, и самолет прибудет в столицу Чили в 17:45. Однако всего через несколько секунд последовало странное и непонятное сообщение на азбуке Морзе «Стендек». Диспетчер, не узнав в этом слове никакого смысла, предположил ошибку и попросил радиста повторить сообщение. На его удивление ответ был тем же «Стендек». После этих передач связь с самолетом прервалась, и он так и не долетел до пункта назначения. «Звездная пыль» бесследно исчезла где-то над Андами, оставив после себя лишь вопросы и предположения о значении последних переданных слов. После исчезновения Stardust в августе 1947 года над Андами начались интенсивные поиски, в которых участвовали военные из Аргентины и Чили. Они тщательно прочесывали горную местность, где последний раз был замечен самолет, как с воздуха, так и с земли. Однако, несмотря на все усилия, следов самолета, обломков фюзеляжа или личных вещей пассажиров и членов экипажа так и не было найдено. Это странное исчезновение породило множество теорий, от предположений о тайной военной операции, в ходе которой самолет мог стать случайной жертвой, до гипотез об инопланетном вмешательстве. На протяжении десятилетий этот случай оставался одной из самых интригующих авиационных загадок. Тем более, что последнее сообщение экипажа, состоящее из слова «стендек», написанного на азбуке Морзе, так и не было объяснено. Это слово вызвало массу спекуляций и домыслов, но ни одна из гипотез не смогла удовлетворительно разъяснить его значение. Только спустя 50 лет, в 1998 году, загадка получила свое развитие, когда группа альпинистов обнаружила на одной из горных вершин Анд обломки двигателя Rolls-Royce и пропеллера Avro. Эти фрагменты были идентифицированы как части пропавшего самолета Stardust. Это открытие подтвердило, что самолет действительно потерпел крушение на горной вершине, что могло быть вызвано рядом причин, от навигационной ошибки до плохих погодных условий. Однако даже после находки обломков основные вопросы остались без ответов. Что именно произошло с самолетом в последние минуты его полета? Была ли это техническая неисправность или ошибка пилотирования? И что же на самом деле означало загадочное сообщение «Стендек»? А вот еще одна загадочная и немного безумная история. Судьба Фредерика Валентича, молодого австралийского пилота, увлеченного авиацией и верящего в НЛО, представляет собой одну из самых интригующих и необъяснимых тайн в истории авиации. Какую? В октябре 1978 года Валентич предпринял рейс из аэропорта Муррабин, который должен был завершиться на острове Кинг, где он планировал взять груз лангустов и пассажиров. Однако после исчезновения Валентича стало ясно, что ни груза, ни пассажиров на острове не ожидалось, что добавило таинственности всей ситуации.
Валентич, несмотря на свою молодость и спорную репутацию как пилота, его навыки неоднократно подвергались сомнениям из-за провалов на экзаменах и опасных ситуаций в воздухе, уверенно поднялся в небо в тот судьбоносный день. Погода была безупречной, самолет полностью исправен, и он должен был справиться с полетом длиной 235 километров без особых трудностей. Однако во время полета начали происходить странные вещи. Валентич неоднократно связывался с диспетчерской службой в Мельбурне, сообщая о необычном воздушном судне, которое, как он предполагал, могло быть военным. Он описывал, как неопознанный объект пролетал над его самолетом, выполняя маневры с неопределенной скоростью и, по его словам, играя с ним. Последние его слова перед прекращением связи звучали настолько загадочно, что многие считают их свидетельством возможной встречи с неопознанным летающим объектом. Этот странный самолет снова завис надо мной. Он висит, и это не самолет. После этих слов последовали 17 секунд шума, описанных как металлические скрежещущие звуки. Эти звуки стали последним, что было слышно от Валентича. Несмотря на обширные поисковые работы, ни он, ни его самолет так и не были найдены. Это исчезновение породило множество теорий, от предположений о катастрофе до утверждений о похищении инопланетянами, и до сих пор остается одной из самых обсуждаемых загадок в мире авиации, ведь самолет так и не нашли. Ну и последняя загадка на сегодня. Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, пересекшая Атлантический океан, была не только пионером авиации, но и стала символом смелости и неукротимого стремления к мечте. В возрасте 40 лет, когда большинство людей лишь мечтают о приключениях, Амелия уже насчитывала 16 лет непрерывных полетов. Она опытно манипулировала своим самолетом над бескрайними просторами океанов, боролась со штормами и снова пересекала Атлантику, делая то, что могло стоить жизни многим опытным пилотам. В 1936 году Амелия получила в подарок на день рождения двухмоторный моноплан Lockheed Electra. Этот компактный, но мощный самолет стал последним крупным приобретением в ее авиационной карьере. Именно на нем Эрхарт решила осуществить свою давнюю мечту — совершить полет вокруг света по маршруту, пролегающему максимально близко к экватору. Амелия открыто говорила прессе и друзьям, что это будет ее последний полет. Она чувствовала, что эпоха авиационных рекордов подходит к концу, а будущее за технологиями и инженерией. Скоро рекорды перестанут быть основным двигателем прогресса в авиапромышленности, и главным человеком в авиации уже теперь является не лихой пилот-сорвиголова, а хорошо подготовленный авиационный инженер, говорила она. Несмотря на все свои достижения и опыт, судьба оказалась беспощадной к Амелии. Во время своего последнего полета над Тихим океаном, неподалеку от острова Хауленд, она пропала без вести, оставив после себя лишь слухи, догадки и множество неразгаданных тайн. Ее исчезновение стало одной из величайших загадок XX века. Но что этому предшествовало? Первая попытка Амелии Эрхарт осуществить свою мечту о кругосветном полете закончилась неудачей. При взлете лопнула покрышка шасси, и самолет едва не взорвался. Однако этот инцидент не остановил смелую пилотессу. В мае 1937 года, после ремонта самолета, Амелия вместе со своим штурманом Фредом Нунаном отправилась в решающий полет из Лаэ, небольшого городка на побережье Новой Гвинеи.
Этот полет представлял собой огромный вызов. После 18 часов непрерывного перелета им предстояло найти крошечный остров Хауленд в бескрайних просторах Тихого океана. Островок был столь мал, что его можно было легко пропустить. На острове Эрхарт ожидали представители прессы и официальные лица, готовые встретить ее по прилете. Однако самолет так и не появился в назначенное время. Реакция на исчезновение была мгновенной и масштабной. Соединенные Штаты организовали поисково-спасательную экспедицию, которая стала самой дорогостоящей в истории американского флота. В январе 1939 года, после безрезультатных поисков, Амелию Эрхарт и Фреда Нунана официально признали погибшими. История приобрела новый поворот в 1940 году, когда на необитаемом атолле Никумароро был найден скелет, который изначально был определен как мужской. Однако спустя многие годы, в 2016 году, антропологический анализ показал, что останки могут принадлежать женщине того же роста и этнической принадлежности, что и Амелия. На этом же атолле были найдены предметы, которые могли принадлежать Амелии Эрхарт и Фреду Нунану, включая фрагменты летной куртки, зеркало, алюминиевые листы и даже крем от веснушек. Эти находки вновь подогрели интерес к истории Эрхарт и подтолкнули множество теорий о возможном исходе ее последнего полета.